невероятные охотники, которые в одиночку научились выживать в самом суровом климате на планете. Несмотря на размеры, эти бесстрашные хищники расправляются с превосходящими в силе животными, а их внушительный арсенал, помноженный на бесстрашие, позволяет давать отпор самым опасным хищникам. Привет, друзья! Вы на канале Время с пользой, и герой сегодняшнего выпуска – свирепая и вечно голодная росомаха. Росомаха – самый крупный наземный представитель семейства куниих. Ее можно встретить на обширных территориях Евразии и Северной Америки. При длине тела около метра, масса самцов может достигать 20 килограмм. Латинское имя росомахи переводится как «обжора», и действительно, эти создания поедают все, что только покажется им съедобным. Излишний аппетит объясняется подвижностью и высоким метаболизмом, который свойственен большинству родственников, поэтому даже насекомые не упускаются из вида. Чтобы прокормить себя, росомахи вынуждены постоянно перемещаться по своей территории, ведь источники пищи могут быть обнаружены в самых отдаленных уголках. Площадь владений самцов может превышать 1000 квадратных километров, что невероятно много для относительно небольшого зверька. Именно поэтому кочевник очень редко попадается на глаза человеку. В отличие от родственных норок и выдр, приспособленных к подводной охоте, росомаха предпочитает не мочить драгоценный мех. Но если речь заходит о доступной пище, хищник без раздумий прикладывает максимум усилий, чтобы извлечь желанную добычу, даже если для этого потребуется замарать шубу. Скользкая рыбина ни в какую не дается охотнику, и ему приходится осваивать рыбалку в мутной воде. Лишь благодаря сноровке, терпению и находчивости трофей, наконец, извлекается на сушу. За счет превосходного обоняния росомаха никогда не пройдет мимо легкой наживы. Но чтобы не остаться голодной, порой ей приходится проходить до 60 километров в сутки. Росомаха не является спринтером, следовательно, быстрые и бдительные соседи не лучшая мишень. Но если речь идет об ослабленных животных, жертвой этого хищника зачастую становятся даже олени. Невысокая скорость компенсируется удивительной выносливостью, поэтому козырем зверя является изнуряющее преследование, которое оканчивается прицельной атакой в шею. Значительно превосходящего в размерах противника не усмирить одним укусом. Но росомаха всегда готова к затяжным сражениям, и даже самое отчаянное сопротивление рано или поздно будет сломлено под натиском смертоносных челюстей. Однако наиболее частой добычей зверя становится падаль. В горной местности основным союзником росомахи являются лавины, ведь столь мощный поток неконтролируемой энергии погребает и сильных, и выносливых. Поэтому после буйства стихии эти хищники тщательно исследуют заваленные снегом участки. Даже несколько метров снежной толщи не являются помехой для обоняния зверя, и при помощи огромных когтей ему ничего не стоит добраться до источника запаха. Особенно если в роли трофея выступают взрослые копытные. Мощные челюсти с легкостью разделывают замерзшую добычу. Иногда, вдоволь насытившись, хищник разносит куски среднего размера по тайникам, чтобы в голодное время иметь резервные источники энергии. К сожалению, искомая добыча часто уже бывает занята. Однако росомаха из тех хищников, кого абсолютно не смущает размер конкурентов, даже если это не один, а сразу два волка. Недолго думая, уступающий в размерах зверь заявляет о своем присутствии. Кажется, это совсем сбивает с толку волков, чем активно пользуется воришка. Наконец, после серии жалких попыток, туша полностью переходит в распоряжение наглеца. Однако чаще всего высшие хищники не терпят подобной наглости и стараются жестоко наказать незваного гостя.
Мощные челюсти волка с крепкими зубами – невероятно действенное оружие, но оно теряет эффективность против росомахи. В этом заслуга не только густого меха, но и чрезвычайно прочной и в то же время эластичной шкуры, которая меняет форму и не оставляет волку шанса добраться до уязвимого места. Волк же не может похвастаться подобной защитой, а укусы росомахи чрезвычайно болезненны. И когда ее зубы касаются чувствительного носа, волк понимает, что самое время оставить агрессивного монстра в покое. Но теперь сбросить росомаху не представляется возможным. Ситуация наглядно показывает, насколько опасно выяснять отношения с этим яростным зверем. Наконец, волку удается освободиться. Наученный горьким опытом, он покидает поле брани, уступая добычу противнику. Рацион росомахи невероятно богат. При этом на деревьях она чувствует себя так же комфортно, как на земле, что позволяет охотиться даже на таких маленьких и прытких созданий, как белки. Владения росомахи обширны, но несмотря на это, она терпеть не может посторонних, даже если чужак – огромный черный медведь. Поэтому большинство лесных обитателей предпочитают избегать встреч с этим бесстрашным животным. Одиночество росомах прерывается лишь с наступлением брачного сезона. С приближением весны на свет появляются до 4 детенышей весом всего в 100 грамм. Они быстро подрастают, но даже с матерью первый год жизни становится тяжелым испытанием, ведь обитающие поблизости хищники не упустят шанса подкрепиться. Даже смена убежища не помогает уйти от действенного обоняния волков, но мать готова постоять за самое ценное, что у нее есть. Напугать волка не так просто, поэтому в дело пускается весь арсенал. Серый охотник точно не ожидал такого поворота, поэтому он спешно покидает общество столь свирепого противника. Несмотря на малую плотность расселения, встречи с себе подобными на столь обширных территориях все же случаются, и если дело касается добычи, схватка между конкурентами может быть жестокой. Лишь самый агрессивный и отчаянный получает все, а проигравший и обессиленный вынужден продолжать поиски. Эти животные приспособлены к невероятно суровым условиям, но даже им не выжить при уничтожении естественной среды обитания. К тому же репутация свирепого и бесстрашного хищника сделала росомаху основной мишенью местных жителей. Тем не менее, пока популяция этих бесстрашных созданий не находится под угрозой. Если выпуск вам понравился, поддержите его лайком, комментируйте, подписывайтесь и проводите время с пользой. До скорого!